Привет, друзья! В этом видео я покажу, как сделать большую чашку, но использовать при этом меньше глины. Итак, я беру деревянную матрешку, чтобы на ней сделать и запечь чашку. Отрезаю полоску глины и буду прикреплять ее к матрешке. Важно, чтобы глина хорошо прилипла к дереву, и я смогла сформировать чашечку. Отрезаю лишнюю глину и соединяю стыки. Прикрепляю дно чашки. И также соединяю стыки. С помощью влажной салфетки я равняю и убираю пылинки с чашки. Беру полосочку, это ручка чашки, и аккуратно приклеиваю ее к чашке. Когда чашка готова, я запекаю ее на матрешке 25 минут при температуре 130 градусов. Я сняла с матрешки чашку, когда она была еще горячая. Когда чашечка уже остыла, я шлифую ее наждачной бумагой. Пишу текст обычным простым карандашом. Я решила, что у меня будут два разных шрифта. Теперь с помощью иголочки и краски рисую буквы. В описании я оставлю ссылку на видео, как я делаю эту краску. И когда я нарисовала буквы, с помощью маникюрного инструмента Dots, на конце которого шарик, я ставлю точки и запекаю 5 минут. Я использую фольгу, чтобы сэкономить глину и сделать чашечку более легкой по весу. Я вставляю крепление для ленты. Я его сделала из штифта для бижутерии. И сверху я прикрепляю глину и иголочкой разрыхляю поверхность. Теперь я наношу сверху голубую краску. И делаю такие себе потеки по бокам. Теперь с помощью геля Фимо буду приклеивать посыпку. Сначала я нанесу гель и теперь кладу на верхушку маршмеллоу. Также прикрепляю заранее приготовленные прянички. Катеры для пряников сделаны по моим эскизам моей коллегой Юлией. Ссылку на Instagram и Etsy в описании. Использую готовую посыпку. Ссылку, как сделать посыпку, тоже оставлю в описании. И запекаю готовую чашечку 20 минут. Чашечка готова. Я прикрепила ленту, чтобы повесить чашку на елку.
Напишите, пожалуйста, в комментариях, все ли было понятно. Если вам понравилось видео, поставьте, пожалуйста, лайк. И если вам интересно следить за моим творчеством, подписывайтесь на канал. До новых встреч, пока!